Жизнь как супермаркет. Бери что хочешь, но расплатиться придется на кассе. Такой кассой для нас стал Египет. Он хотел проверить, чему научили нас 200 дней в Африке. Тот день на границе, возможно, был самым трудным днем поездки. 6 часов нервов, переговоров и споров. И нам таки перечеркнули все штампы в паспорте и карнете, отправив нас назад в Судан. Я отказывался верить в эту новую реальность и необходимость возвращаться 1000 километров назад, чтобы отправить машину в контейнере домой из какой-то другой страны. И поэтому боролся до конца. Я реально не знал, чем это все закончится, но делал все, что мог, чтобы не сдаваться. Да, воистину, Аллаху Акбар. Уже думал, что не попадем мы в Египет. Все дело в том, что парень, который тут карнеты валидирует, уперся рогом, что карнет выпущен в Словакии, а Словакия не признается, хотя карнет выпущен в Чехии. Но по-английски он еле говорит, пришлось звонить в Каир, в автомобильный клуб, выносить им мозги. Они в ответ с этим парнем разговаривали, потом опять. И в итоге все-таки похоже, что мы уедем. Хотя в прошлый раз мы уже вот тоже номер положили, все бумаги были готовы, только зашли к этому парню, и он говорит: нет, вы не поедете, все, перечеркнул все печати проставленные. Но вот удалось все-таки доказать, что ты не слон и не верблюд. И вот получили мы все назад, опять печати проставлены, но осталось выехать за те ворота. Звонки в Каир, в главный офис египетского автоклуба, сделали свое дело. Чиновник поверил, что карнет выдан чешским автомотоклубом, и таки пустил нас в Египет под призыв муэдзина к молитве за несколько минут до закрытия границы. Вот он, исторический момент, когда из-за видео... No, don't worry. Исторический момент, который я думал сегодня уже недоступен. Думал, мы не попадем в Египет, но все-таки с боем, с величайшим боем мы прорвались. Реально я уже размышлял, как мы едем через Саудовскую Аравию или в Кению, и там контейнером отправляемся. Это невероятно, что нам удалось. Вот, везем нашего друга еще чуть-чуть в ближайший город, а дальше будем ночевать. Друг наш помогал прорываться. Yes, my friend. Никакие слова не опишут то ощущение счастья, с которым мы рысью пробирались к озеру Нассер, чтобы успеть на последний паром. И успели. Надеюсь, у парня ручник крепкий. Весь неприятный осадок от чиновников на границе моментально компенсировался гостеприимностью простых местных работяг. Мне дали порулить не просто для галочки, а попросили уже буквально минут 20 плыть, идти
по направлению двух вышек в Абу-Симбель. И думаю, немногим такая честь выпадает порулить паромом, которые тут ходят. Это очень круто. Доверили мне. Тот безумно красивый закат, спокойная атмосфера на судне, колоритные члены экипажа. Мы были словно во сладком сне, из которого не хочется просыпаться, даже если кто-то настойчиво будет. Где-то 1 час занял у нас переход озера Нассер, и с горько-сладкими чувствами мы попрощались с экипажем, прибыв в город Асфан, который, скажу откровенно, оказался красивее и ухоженнее, чем то, как я себе представлял типичный египетский город. Наконец-то мы добрались до ужина. Okay, we'll take this. Okay. Yeah. Is this or not? بص طب هم عايزين بص واحد من ده. It's good. Thank you. I will come over. This is fish. Пришли, заказали рыбку, заказали курочку, нас пригласили за стол и хотят все с нами сфоткаться. Тоже будем фоткаться. Язык жестов никто не отменял. Вспоминается Марокко, как мы просто на жестах общались с полицейскими. Надо себе на дачу такую горелку. Быстро будем костры разжигать. Извините, то, что принесли, я не снял. Но ужин закончился вот так. Очень вкусная рыбка из Нила. Курочка немножко менее вкусная, но все равно хорош. С лепешечками, рисом, салатиком. То, что надо. Отличная награда за тяжелый день. Вот так вот на парковке храма мы переночевали. Вечером спросили, можно ли. Полиция нам разрешила, сфотографировала наши египетские номера. Смотрите, какие красивые. И записали наши данные, взяли ксерокопию паспорта. Мы уже уснули, и тут в 12, в полночь кто-то тарабанит. Оказывается, туристическая полиция, которая была не в курсе, что мы договорились с обычной полицией. Но мы им объяснили, они такие: кто вы? Что вы здесь делаете? Мы туристы, приехали из Судана. Откуда вы, украинцы? Вы Я знаете, говорю, мы... что тут запрещено. Нет, так никто не говорил. Он говорил, do you Нет. know what this is banned? Банд? Да. Я такого не слышал. Может, они имели в виду, что это музыкальная группа, а не полиция. This is band. Ну, в общем, мы договорились и все порешали. И они ушли. Он сказал, что я пойду спрошу, если действительно так вы договорились, то я уеду. Это не уехали. А сейчас утро, и мы пойдем туда вот, в храм, встречать рассвет. Это уже серьезное сооружение. Значительно больше пирамид в Судане. И на входе сидят как бабушки в церкви. Это что же храм? Только вместо бабушек египетские каменные стуканы. Очень масштабно. Все разрисовано. Есть уже современники, подописывавшие в 1800-х годах, что они здесь были. Ну, посмотрите на эти стены, как это все выдолблено, как все красиво сделано. Невероятно. Тут даже на стенах сохранилась старая инструкция, как проходить египетскую таможню. Нужно приносить разные дары разным чиновникам, и они тебя пускают в рай, точнее в Египет.
Знаете, как в диете всегда есть вот программа, можно, там чего-то нельзя кушать, но есть один какой-то день разгрузочный, когда можно кушать все. Точно так же в нашем путешествии по Африке. Мы решили не давать взятки. Но есть одна страна, где у нас разгрузочный день. Это Египет. Разгрузочный в прямом и в переносном смысле. Здесь это как-то в культуре, это принято, это называется тип. Но договориться можно обо всем. Даже о фотографировании, если у вас нет разрешения. Мы зашли в кафешку, которая имеет 260 отзывов на рейтинг 4,4. Многие рестораны позавидуют, даже хорошие, такому рейтингу. Самое интересное, что владелец, оказывается, даже не знал, что его место залищено в угле. Будем пробовать кофе и чуть-чуть мороженое. Наверное, будет вкусно. Как вы, наверное, помните, у нас оставалось всего 3 дня, чтобы добраться в Александрию и успеть на корабль, который должен был увезти Мурзика в Европу. Это значит, что по Египту нам нужно было передвигаться в ритме вальса. Так мы и делали, местами срезая углы и знакомясь с глубинкой. Я в Африке перестала много чего бояться, но все-таки я бы не поехала по путям. А Слава может. Мы просто временно трансформировались в трамвай. В принципе, мы не сильно сожалели о такой ситуации, ведь в Египет туристам приехать мы всегда успеем. Нас догнала полицейская машина с мигалками, просто сбоку едет, спрашивает, все окей, все нормально. Поулыбались друг другу, и вот они теперь ведут нас на Хургаду. Раньше нужно было в конвое ездить, и Египет воюет с исламистами. Но теперь ситуация немножко улучшилась, и на этом участке конвой в принципе не нужен. Ну, конечно же, патрулируют, есть блокпосты. В принципе, мы себя чувствуем вполне безопасно. Салам, Украина. Hello, Ukraine. Салам. Hello, Ukraine. Вот та самая полиция нас обогнала, остановили нас и, конечно же, записали номер для вида, но потом можно сфотографироваться и со мной, и с Леной, и сбоку машины, а потом еще спереди, а потом еще с другом, а потом со вторым другом. Да, конечно, фотографироваться египтяне любят, и внимания тоже дефицита у нас нет. Остановились в придорожном кафе, взяли чаек. Как нормальные местные люди, сидим, попиваем под пустынным ветром. Кафе это громко сказано, здесь есть только чай, всякие вафли сладенькие, но сладенького выбор большой, чем мы пользуемся. До Хургады всего лишь 2 часа, до мечты советского человека. Но мы не советские люди, поэтому это не наша мечта. Но все равно интересно посмотреть. Мы приехали в Мекку украинских туристов, Хургада. Привет вам из 5-звездочного all-inclusive в Хургаде. Проехали мы 7 месяцев. Очень все тут удивились, когда мы на машине приехали. Тут вообще на машине, как вы понимаете, в Хургаду никто не ездит. Тем более на такой, как Мурзик. В общем, произвели фурор. Но вы знаете,
Давно я не был в таких местах, наверное, второй раз в жизни. Но все-таки скажу, что никогда я не был поклонником массового бизнеса. И сейчас я понял, в чем проблема. Проблема в том, что ни работники этого массового бизнеса не получают кайф от своей работы, ни люди, в принципе, клиенты. Хотя клиенты могут получать кайф, но, наверное, дело в том, что они не знают, как бывает по-другому. Как бывает в отелях, где не 1000 номеров, а всего лишь 20 и с большой душой. Вот так вот. Не знаю, зачем это вам, но, может быть, тоже натолкнет вас на какую-то мысль. Прикоснулись мы к роскоши all-inclusive на один день. Это не мое. Нас принимают постоянно за немцев, кстати. Интересно, почему. Африка нас поменяла или Европа до этого. Но нам пора в Александрию. У нас корабль в Грецию. Завтра мы должны быть в офисе шопинговой компании. И если все будет хорошо, в понедельник уже, сегодня у нас вторник, в понедельник Мурзик должен отправиться в Грецию, в порт Пиреус. И, надеюсь, доедет туда целый и невредимый. Мы попробуем забаррикадировать все, потому что нужно оставлять ключ от машины. Путешествовать с кораблем нельзя. Нам нужно лететь куда-то. Еще не знаю, куда полетим. Или в Братиславу, или в Грецию будем ждать. Вот, но через 2 дня придется расстаться с Мурзиком на какое-то время. И мы волнуемся, чтобы с ним хорошо обходились. А вы видели в мандаринах червячка? Яблоко, понятно, а вот мандарины нет, ну в них червяков не бывает. Просто к нам не доходят червяки. Химия их убивает, а тут их можно найти с червячками. Тоже хотят кушать. Очень сладкие мандарины и дешевые. Нам продали за $5, но вообще-то за 25 центов мы видели ценник. Да, килограмм. Сейчас мы должны увидеться с шведскими оверлендерами, с которыми мы списались уже просто по ходу дела через Инстаграм. Это должна быть интересная встреча. Конечно же, шведскую машину можно увидеть по включенным фарам днем. Тут и ночью не все местные включают. Yeah. We're exchanging money in the middle of the desert in Egypt. Меняем деньги посреди пустыни в Египте вместе со шведскими коллегами, которых встретили только что. Такие встречи бывают в пустыне. Прикольно, такое оверлендерское братство или сестринство, все вместе. Самое интересное, что всех попутчиков мы встречаем именно в пустыне. Ребят в Марокко встретили, голландцев в Намибии в пустыне, сейчас снова в пустыне, и мы снова видим братских людей. В Каире, так что официально можно считать, что мы закрыли этап ралли Кейптаун Каир, Кейп to Кейп, как это называется. Как ощущение, Лен? Кейп to Каира, да, точно. Ощущения прикольные. Уже понимаю, что вот тут заканчивается наше путешествие, и время переворачивать страницу. Ну, еще не совсем заканчивается. Ну, еще нам, в Украине. мы начинаем окончание путешествия. Да. Как говорил
Уинстон Черчилль, возможно, это начало конца. Александрия очень похожа на Киев. Чисто так субъективно все светится, куча рекламы, похожие здания. Очень развито все, торговля, открыты рестораны до 3 ночи, фастфуды. Сходил, даже здесь есть Хардис, в котором я когда-то работал по Work and Travel в Америке 10 лет назад. Отработал там несколько дней. И здесь есть эта сеть Хардис, которая очень мало вообще где есть. Но экономика работает. Не знаю, насколько это на туристов рассчитано, мне кажется, что не сильно, потому что туристов особо нет, все местные. Интересно. Весь день в Александрии у меня ушел на прогулки с представителем шиппинговой компании по разным инстанциям для оформления документов. Мне пришлось даже стать резидентом Египта на месяц. Это требовалось для оформления доверенности. А Лена все это время наводила порядок в машине. Сегодня был очень занятой день. Решали все вопросы с портом, чтобы завтра отправить машину, ну точнее оставить ее в порту. Она должна приехать в Грецию. Но Александрия, конечно, заинтересовала очень сильно. Хочется вернуться сюда еще. И не только в Александрию, в Каир, который мы пропустили. Очень все развито. Здания такие старые, как на фотографиях из Кубы, например. Все такое колониально облупленное. Очень интересно. И колорит на каждой улице, особенно в подворотнях. Кто-то что-то жарит, готовит, стирает, или там какая-то мастерская. Все живет в городе. В общем, думаю, когда-нибудь сюда вернемся, но не в этот раз. Поздно, вечером хочется спать, но нам, как всегда, надо собираться куда-то. Еще не было у нас сборов, которые были вовремя, днем, и так, что был еще запас времени. А еще Слава чуть приболел, поэтому вообще сборы происходят в таком режиме. Готовим машину к шиппингу из Александрии в Грецию. И важно очень сильно сейчас задраить наши шлюзы и сделать так, чтобы не было доступа в эту жилую часть. Потому что мы используем Aurora. Это когда отдаешь ключи, и человек загоняет твою машину на паром, ее же сгоняют с паромом на землю в пункте прибытия, а тебя нету на этом пароме, нам надо добираться как-то самостоятельно. И говорят, что воруют практически все, к чему рука прикасается, поэтому важно забаррикадировать все наши пожитки тут и дать возможность человеку только рулить. И все. Перегородки между водительским отсеком и нашим домом, чтобы ничего не украли. Надеюсь, не украдут. Еще заболело горло страшно. Уже 2 дня как. Все достаточно стрессово. Но мы хорошо держимся. У нас есть школа в Западной Африке. И не только. Учимся искать удовольствие, даже когда сложно. Вроде бы как получается. Как видите, дорогие подписчики, даже в такой ситуации последние силы были собраны для того, чтобы подписать для вас партию открыток из Африки. Your destination is on the left. Yeah. Right.
исторический момент. Мы в порту оформляем Мурзика для сдачи на Роро, чтобы он отправился в Грецию через несколько дней, уже в понедельник. Сегодня четверг. Сегодня у нас перелет забронирован в Вену. Надеюсь, успеем. Перелет в 3:50. И пришлось замотивировать людей, если мы закончим в 12, если закончим в час. Есть определенные материальные бонусы у нашего фиксера, поэтому надеюсь, все будет хорошо. Но нас ждут приключения в порту, я уверен. Даже Египет все-таки. Все, оставляем Мурзика, он там сзади. Машем рукой. Надеюсь, все будет с ним хорошо. Goodbye. Egypt, goodbye. Материальная мотивация творит чудеса. Я пообещал бонус, если мы закончим в 12, и в 2 раза меньший бонус, если закончим в час. Но человек настолько увлекся, что мы закончили в 11, и был очень-очень благодарен за нашу благодарность ему. Благодаря этому мы успеваем, похоже, на рейс в Вену, и сегодня мы должны ночевать уже не в Мурзике, и даже не в Африке, а в Европе. Волнующий момент. Лена, что скажешь? Я сидела тут, ждала, и Слава приходит намного раньше. Блин, это реально круто. Честно, не верила, но вот. Ну, мы прощаемся с Египтом. Сидим с больными горлами. Один вирус на двоих, предположительно из Хургады легендарной. Но как бы не было тяжело, мы собрались, сдали машину. И думаю, сегодня вечером доберемся домой и спать будем на своей кровати стационарной. Которая не ездит. В недвижимости. И можно будет утром или ночью пойти в туалет, не выходя из дома. Да, это хорошее преимущество. Еще у нас есть душ. Даже горячая вода есть. Горячая. И главное, можно воду из крана пить, из-под крана. Это плита, на которой можно без выкладки всего оборудования сделать завтрак. Ну и площадь чуть больше, чем 3 квадратных метра. Но это не проблема, как оказалось. Было достаточно уютно. Честно говоря, даже как-то так... Это что, уже все? Мысли? Нет, это не все. Мы еще на несколько дней продолжим, когда машина придет в Грецию. Но пока у нас перерыв на недельку, плюс-минус. К сожалению, за кадром осталось еще много смешных историй. И то, как Uber не мог отвезти нас в аэропорт, потому что у нас не осталось наличных и мы платили картой, а у водителя не хватало бензина на такую дальнюю поездку. И то, как на проверке безопасности в аэропорту суровый бородатый мужчина держал Ленин тампон в руках и долго расспрашивал, что это и для чего, пока к нему не подошел старший и нашептал что-то на ухо, вызвав просто мега смущение и закончив на этом всю проверку. Египет подарил много впечатлений. Но главное, что несмотря на все истории с документами и бюрократией, мы успели. Вы знаете, наверное, Африка научила нас относиться немножко философски к проблемам. И теперь, когда я взлетаю на самолете, я понимаю одну простую вещь, что каким бы облачным ни был день, когда вы поднимаетесь над облаками, всегда светит солнце. Так же и в нашей жизни. Вот так прошли наши несколько дней в Египте. Впереди Греция и последний рывок в Украину. А как это было, вы узнаете уже через неделю в 33-й серии «Африки на колесах». Пока.